Добрый день, друзья! Сегодня на обзоре американский линкор-гибрид 8 уровня Небраска. С момента релиза этой ветки игровое комьюнити разделилось. Одни говорят, что гибриды больше потеряли, чем приобрели, а другие утверждают, что гибриды невероятно универсальны и самодостаточны. И сегодня вместе попробуем поставить точку в этих спорах, а может, еще больше подольем масла в огонь. Но для начала хочу поблагодарить соклановца SkyArt за предоставленный реплей, в котором ему удалось реализовать сильные стороны гибрида. Цифры статистики говорят о том, что среди всех веточных линкоров 8 уровня Небраска находится на 5-м месте по проценту побед и количеству потопленных кораблей, на 3-м месте по среднему опыту за бой и находится внизу списка по среднему урону. А теперь самое время, опираясь на цифры, обозначить сильные и слабые стороны линкора. И, конечно, рассмотрим перки командира, модернизации и сигналы, которые, как мне кажется, максимально усилят гибрид. Линкор имеет приличное количество очков боеспособности на уровне 71 100, но не самую лучшую противоторпедную защиту, всего 23%. Бронирование вполне неплохое. К примеру, толщина бронепояса каземата достигает 305 мм, а цитадель сильно утоплена и не торчит из воды. Носовая и кормовая обшивка и большая часть бортового бронирования имеет 32 мм. Бронирование палубы в носовой, центральной и полетная палуба тоже 32. И есть уязвимость в виде большого ангара в боковой проекции и надстройки с толщиной всего 19 мм. Но носовое расположение орудий позволит не подставлять эту уязвимость, а носом линкор танкует вполне неплохо. Небраска имеет отличную маскировку на уровне. Прокачав перки капитану и установив модернизацию, получим 12,3 км заметных с кораблей и 9 км с самолетов. Линкор имеет хорошую скорость хода 30 узлов и неплохой радиус циркуляции 760 метров и время перекладки урлей 16,2 секунды. И все это дает хорошую динамику Небраски. Перейдем к орудиям. Линкор имеет 6 орудий в двух башнях с калибром 406 мм и хорошей дальностью 21 км. Снаряды летят медленно, да еще и с разной скоростью. 820 метров в секунду для фугасов и 701 метр в секунду для бронебойных. И к такой плохой баллистике еще нужно будет привыкнуть. Орудия имеют хорошую точность, но перезаряжаются не быстро, 30 секунд, и размещены в медленных башнях. В распоряжении орудий фугасы с уроном 5700 единиц, неплохим бронепробитием 68 мм и шансом пожара 36%, и бронебойные с уроном 13100. Но вот только малое количество орудий дает крайне низкий разовый урон и невысокий ДПМ, как на фугасах, так и на бронебойных. Противоминный калибр линкора имеет 20 орудий с калибром 127 мм, бронепробитием 21 мм и дальностью всего 6,6 км. И такой ПМК не будет определяющим в бою. Торпед у линкора нет, но есть довольно быстрые и живучие самолеты с фугасными бомбами с пробитием 42 мм и приличным шансом поджога 46%, которые и будут основной фишкой Небраски. В тот момент, когда орудие на КД, вы сможете наносить урон с помощью самолетов по принципу карусели, а также в случае необходимости
светить вражеские эсминцы, подводные лодки и сбивать захваты точек, что немаловажно. К примеру, гибриду доступна уникальная механика сбития захвата. Часто на обычном корабле вы просто не успеваете прийти на сбитие захвата, и это обидный слив по очкам. Но на гибриде вы можете одновременно сбивать захват своей базы и захватывать вражескую. Авиаудар с дальностью сброса 10 км и стандартным потенциалом урона. Максимальный урон бомб 4200 единиц. И к сбросу готово 2 звена с одним самолетом, а количество бомб на самолете 2. И таким авиаударом мы будем топить подводную лодку. ПВО представлено 3 аурами, и его смело можно считать сильной стороной гибрида. Ближняя аура с радиусом действия 2 км и уроном 459 единиц. Средняя аура с радиусом 3,5 км и уроном 235 единиц. И дальняя аура с уроном 175 единиц и радиусом действия 5,8 км. И такое ПВО вполне способно активно минусовать авиацию противника. Перки командира направлены на усиление огневой мощи и живучести линкора. Первый перк – взрывотехник. Также хорошим выбором будет профилактика, так как небраски часто критуют орудия. Второй перк – расторопный. В связке с хорошей маскировкой усилит и без того хорошую подвижность линкора. Третий перк – отчаянный. Четвертый перк – мастер маскировки. Пятый перк – мастер противоаварийных и ремонтных работ. Шестой перк – мастер противопожарной подготовки. И седьмой перк – контроль воздушного пространства. Ускорит подготовку самолетов и перезарядку авиаудара. Для игры на линкоре рекомендую следующие модернизации. Первый слот – основное вооружение или модернизация за уголь аварийная команда. Второй слот – система борьбы за живучесть. Третий слот – орудие главного калибра. Дальности в базе хватает, а вот скорость вращения башен не фонтан. Четвертый слот – авиагруппы. Жирный ап самолетов ощутимо усилит механику гибрида. Пятый слот – система маскировки. В снаряжении линкора все довольно стандартно. Аварийная команда, ремонтная команда и истребитель. Наиболее полезные сигналы перед вами сейчас на экране. Итого, что имеем? С одной стороны, гибрид слишком много времени тратит на авиаудары, а урона не так-то и много. За это же время главный калибр способен набить гораздо больше. К тому же орудий всего 6, и это негативно сказывается на средних цифрах урона. Но взамен высокая дальность стрельбы и наличие авиаудара часто позволят наносить урон на предельных дистанциях без риска получить ответочку и с легкостью сбивать захваты точек. А фугасная авиация гибрида прекрасно наносит урон по любым целям. И в отличие от других линкоров, гибрид имеет возможность контрить таких неудобных противников, как эсминцы и подводные лодки, опираясь только на собственный арсенал. А это часто способно подарить победу. Кроме того, Небраска способна подарить уникальный и интересный геймплей гибрида. Всем мира и добра, и до новых встреч на нашем канале.